Всем привет! Это прогноз для знака зодиака Лев на ноябрь 2022 года. Вы находитесь на канале Татьяна Мин, Астрологи и Тарот. И я делаю ежемесячное предсказание для всех знаков зодиака. Это таро-прогноз, гадание на все сферы жизни человека. Вы можете смотреть это видео не только если у вас Солнце в знаке зодиака Лев, но еще и Луна, стеллиум планета, также асцендент в знаке Льва. Итак, я, как обычно, беру 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга. Итак, первая карта. Король Пентаклей – это обеспеченный хозяйственный мужчина, который тратит много времени на то, чтобы заработать деньги, на то, чтобы организовать свой быт, для того, чтобы ни он, ни его семья ни в чем не нуждалась. И вот в ноябре у многих львов будут такие отношения, либо в таком ключе, либо с таким мужчиной, либо вы сами, независимо от вашего пола, будете проявлять качества короля Пентаклей. Король Пентаклей – это, как правило, мужчина, состоящий в браке, у которого есть жена, дети, либо какое-то другое хозяйство, например, работа, на которой он женат в кавычках. И мы сейчас еще будем открывать другие карты, и, конечно, посмотрим, что здесь имеется в виду. Семерка жезлов выходит в финансовом секторе, и она может предвещать вам какие-то волнения, связанные с вашим заработком, с вашей работой, с вашим дальнейшим нахождением на этом месте работы или вообще, может быть, вы пытаетесь получить деньги, которые вы заработали, да, и вы вынуждены даже сражаться за это каким-то образом. Здесь карта, конечно, не очень благоприятная, и я не советую вам начинать каких-то рискованных финансовых предприятий по этой карте. А также она может означать некоторые проблемы в интимных отношениях с партнером. В том плане, что вы, возможно, будете не слишком настроены на какую-то интимную жизнь, разговоры, романтику. Может быть, у вас будет какая-то внутренняя обида или такое состояние, когда вам не захочется никакой интимности в ноябре. Как бы несколько сократится ваш уровень страсти, и даже вообще деньги вы зарабатывать тоже не захотите. Это как-то очень повлияет на вас. Может быть, вы не захотите работать, как-то будете так относиться ко всему, что мне больше всех надо. Ну, в общем, займете такую несколько оборонительную позицию относительно вот этих вопросов, которые я сейчас вам озвучила. Это карта Старший Аркан, Император, и она выходит в секторе общения и дальних земель. И здесь можно предположить, что у многих львов будет общение с каким-то мужчиной либо издалека, либо это как-то будет связано с очень серьезными документальными вопросами, которые вы будете решать в ноябре. Здесь у нас уже выходил мужчина, это был пентаклевый король и император, то есть это может быть как один и тот же мужчина, так и мужчины разные. Может быть, вы замужем, и у вас, не знаю, как-то завяжется переписка, знакомство с другим мужчиной. Но опять же повторюсь, что вот этот император не обязательно может означать, допустим, любовника, да, какого-то. Это может быть человек вышестоящий, к которому вы будете обращаться с какими-то прошениями, документами. От этого человека будет зависеть, разрешить ли вам получить какую-то лицензию, диплом, выехать за границу. Может быть, это какой-то бизнес-партнер, с которым вы подписываете важные документы. Также еще это может означать транспортные средства, передвижения. Может быть, вы как-то решаете вопрос с вашим автомобилем, другими гаджетами, которые отвечают за связь. Но в целом император – это карта хорошая, так что я думаю, что здесь у вас должны быть в ваших руках как-то сосредоточены и вся нужная информация, по которой вы сможете приобрести, поменять, отремонтировать ваши средства связи, именно то, что вы хотели. Но мы сейчас еще будем открывать другие карты, чтобы посмотреть, что здесь может быть. Интересно, это двойка жезлов. И здесь у нас уже были жезлы, да, это как раз тоже затрагивало сектор работы. И я могу сказать, что определенно многие львы будут
находиться в сомнениях относительно вашего места работы. Стоит ли вам дальше здесь оставаться? Стоит ли вам устраиваться на работу? Потому что, скорее всего, именно в зарплате будет вопрос. Стоит ли вам вообще работать, да? Будут ли покрывать ваши доходы, расходы? То есть вы как будто бы сомневаетесь. Также карта двойка жезлов может означать ваше сомнение связать себя узами брака, либо какими-то другими обязательствами. А также недвижимость. Стоит ли вам делать ремонт, стоит ли вам тратить деньги? Это нужно только вам или кому-то еще в вашей семье, да? То есть вот такие довольно важные вопросы, в которых вы сомневаетесь. И, честно говоря, в таком высоком секторе двойка жезлов не очень благоприятная карта, потому что это промедление может в итоге привести к неудаче, в том плане, что вы слишком долго думаете относительно каких-то очень важных жизненных вопросов. Но давайте сейчас еще посмотрим, что нам говорят другие карты. Умеренность. Карта очень благоприятная, и она как бы здесь в этом раскладе очень хорошо, потому что она как раз успокаивает. Она говорит, что не торопитесь, соблюдайте гармонию в общении с другими людьми и в том вообще, как вы себя представляете, что вы хотите. Эта карта говорит о том, что вас люди другие принимают очень благоприятно, что у вас, возможно, есть верные друзья, какие-то единомышленники, к которым вы всегда можете обратиться. Они вас не только выслушают, но и успокоят. Вот эти люди как раз в ноябре, ваши друзья, дети, ваши какие-то хобби, творческие занятия, они помогут вам найти гармонию с собой, поэтому вам стоит углубиться, может быть, в какие-то ваши любимые дела и провести время с вашими любимыми людьми. Причем это будет такое время, когда вы вообще можете осознать, насколько важно в жизни быть спокойным, соблюдать умеренность по каким-то вопросам. Так как вы львы, огненный знак, и, конечно, кто-то больше, кто-то меньше, да, в зависимости от вашего натального гороскопа, но вы можете проявлять иногда вспышки каких-то эмоциональных переживаний, и особенно в пятом секторе, да, когда вы быстро влюбляетесь в какому-то партнера, вам хочется быстро ухаживать, проявлять себя с лучшей стороны. Это все, конечно, прекрасно, но здесь по этой карте совет вам не слишком выставлять себя на показ, как бы соблюдать умеренность во всех вопросах, не слишком хвастаться какими-то моментами в вашей жизни, потому что хорошее или плохое, это и так все видно, да, то есть вам, в принципе, ничего даже делать не надо, чтобы обрести гармонию с собой, вы, может быть, и поймете, что много вы имеете. И особенно, конечно, если у вас есть дети, они порадуют вас, как-то ваши отношения выйдут на какой-то очень благоприятный уровень. Четверка кубков. Но здесь на подсознательном уровне у вас есть какие-то, не то чтобы переживания, вы как будто бы не видите, чем вам еще хочется заняться, как бы как удовлетворить себя. Вы ищете какие-то новые пути, чтобы вам себя развлечь. Свои будни, может быть, кому-то скучновато, да, сейчас в ноябре, там, ваш день похож на... Каждый день похож на другой, и вот эта рутина несколько вас уже вам поднадоела. Даже если у вас есть какие-то развлечения, мероприятия, все равно такое впечатление, что вы скучаете, что вы еще внутри чем-то не удовлетворены. И вот такое настроение может сопровождать вас в течение ноября, в принципе. Но в целом четверка пентаклей, карта такой грусти, какой-то даже опустошенности некоторой. Здесь, наверное, я хочу взять еще дополнение, потому что все карты, они как бы такие разные, да, и я вижу, здесь у вас могут быть перемены. Что же это означает? Двойка пентаклей. Двойка пентаклей – карта радости, каких-то веселых мероприятий, но в то же время чрезмерной какой-то инфантильности, неуверенности в том плане, что, например, у вас есть деньги, но вы их тратите и туда, либо вы не знаете, куда лучше потратить какую-то сумму денег, либо как-то по мелочам ваши деньги уходят на какую-то ерунду, да, потому что все-таки это динарий, пентакли. И здесь совет, конечно, как-то собраться, не быть разрозненным. И здесь у вас вообще, я вижу, относительно финансов не очень благоприятное положение.
Вот. Я думаю, что здесь у многих львов будут хорошие известия, если вы, например, ждете детей, ну, давно хотели, да, или что-то такое к вам может прийти, такая доброжелательная весть о том, что у вас могут быть дети, да, либо какая-то надежда появится, либо каким-то образом вообще дети могут войти в вашу жизнь, потому что все-таки это старший аркан. Также по карте император здесь у вас решится какие-либо документальные вопросы, которые вы давно ждали. У кого-то это может быть даже переезд. Если это связано с переездом, то может быть, вы будете до последнего сомневаться, стоит ли вам переезжать, стоит ли вам оставлять вашу работу, а как вы будете дальше, да, то есть вы в каких-то таких сомнениях будете находиться этот месяц, ноябрь, но здесь у вас определенно могут быть перемены, которые как бы даже сразу могут, не то, что они случатся конкретно в ноябре, но что-то будет все время затрагивать какие-то важные основные моменты вашей жизни, которые потом проявятся. И начало этому как раз положено будет в ноябре. Кстати, еще вот здесь, так как вышла двойка пентаклей, да, здесь у нас пентаклевый король, может быть, у кого-то есть сомнения в выборе партнеров, у кого-то даже два партнера здесь могут быть, двое мужчин, из которых вы выбираете. Либо это просто сомнение относительно какого-то мужчины, потому что, да, все-таки это динарии. И такое впечатление, что у некоторых, да, может быть, не для всех это актуально, но вы, несмотря на то, что ваш партнер хорошо зарабатывает, такое впечатление, что вы не надеетесь на него, что он поможет вам. Интересно. Давайте возьмем еще карты из колоды Moonology, что они нам расскажут. Это новая луна в Раке и полная луна в Деве. Но это какая-то смена у вас может быть обстановки, как я думаю. Это может быть, ну, у некоторых, опять же, да, не у всех львов, но у некоторых это может быть смена обстановки, смена какого-то режима, либо рабочего, либо режима питания, может быть, у кого-то смена климата даже. И новая луна, ой, простите, это же новая луна не в Раке, а в Рыбах. Ну тогда это у нас ось рыбы Дева, да, Дева рыбы, вот эта ось, тайный сектор, который здесь у нас представлен четверкой кубков. И вот опять что-то на подсознательном уровне вы, наверное, чувствуете, у вас есть какое-то предчувствие, что что-то меняется, что-то, может быть, нужно уже поменять, да, потому что вас не удовлетворяет то положение вещей, которое вы сейчас находитесь. И вот это и есть, наверное, начало каких-то судьбоносных важных перемен в вашей жизни. Они, могут быть связаны почти со всеми сферами. И работа здесь, и партнерские отношения. Так что такой интересный расклад для вас, львы. Я надеюсь, что ноябрь принесет вам много всяких счастливых моментов, что вы будете достаточно спокойны, да, по карте умеренность, чтобы, несмотря на какие-то проблемные моменты, всегда быть в хорошем настроении. Вам обязательно помогут какие-то люди, окружение, потому что здесь у нас все-таки такие две сильные карты. Кстати, эти карты могут еще говорить о том, что вы будете популярны. Вы будете популярны в связи с вашим бизнесом, каким-то хобби, делами. Вы можете быть популярны у мужчин, ну, либо мужчина у женщин, да. То есть люди на вас смотрят, вы пример для многих людей здесь. Они как-то благодаря вам даже находят успокоение. Вы влияете на других людей в положительном ключе. И это очень интересно. Так что вам нужно обязательно заниматься тем хобби, обязательно общаться с людьми много. Возможно, это поможет вам выйти на какой-то новый уровень, откроет для вас какие-то новые перспективы. Вот так вот, наверное. Так что вот такой расклад. Возьмите все самое лучшее отсюда. И я желаю вам всего самого прекрасного. До встречи на моих новых видео. Всем пока.